Полноразмерные наушники с 40-миллиметровой титановой диафрагмой, которая выдает великолепное звучание с яркими высокими частотами и глубоким басом. Активное шумоподавление и режим прозрачности на борту, так же, как и отличная автономность в 38 часов по заявлению производителя. Топовые материалы и сборка. Комфортная посадка с возможностью отрегулировать наушники под себя. Я думаю, вам интересно, что же из себя представляют беспроводные наушники KZ T10. Разумеется, по проводу их использовать тоже можно. Сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы с вами будем обозревать супер-мега наушники. Почему супер-мега наушники? Потому что я их, наверное, ждал месяца 4. Я их купил, мне их не послали, я их купил, мне их не послали. В итоге я их все-таки приобрел, и мне их послали. Ура! Недавно на канале, относительно недавно, были Анкера Q20, максимально старая модель, но учитывая, что Q30 и Q35 стоят в разы дороже, было интересно ее пообозревать. Очень достойно, если не считать микро-USB и отсутствие кодеков высокой четкости. Что я здесь получаю? Я здесь получаю довольно странно склеенную упаковку. Притом это сделано прямо аж скотчем. Я не уверен, что так и задумано, но ладно. KZ это не подвальный Китай, это топовый бренд, который делает просто волшебные проводные наушники, с одной стороны. С другой стороны, у них очень часто получаются очень хорошие беспроводные True Wireless наушники. И, разумеется, вот от этих полноразмерных ушей я жду очень многого. Тем более они должны обладать функциями как проводных, так и беспроводных, если я правильно помню. А если неправильно, неважно, подача пока радует. И сразу же видим здесь мини-джек. То есть у нас довольно странный вид. Хорошая подача с той точки зрения, что химией пахнет, но чуть-чуть. Это раз. Два. Пластик выглядит дешевым, но тактильно он говорит, что нет, я дорогой. Это первое впечатление, обманчивое, потому что все это дело было в ужасной пленке. Если человек все это дело расклеит, он, наверное, думает, ну я же тут уже постарался. Автоматически подсознание говорит, не-не-не, это не может быть плохим устройством. Плюс это еще и KZ. И вполне возможно говорит правильно, учитывая отзывы, продукт бомбезный, но... Опять же, это отзывы. А как вы помните, допустим, те же Meizu HD60, которые мне дико понравились, половине топовых блогеров не зашли, так же, как и половине тех, кто пишет комменты. Хотя я плохих у себя комментов под обзором и не видел. Type-C-шка с USB-A для зарядки. Разумеется, здесь есть для мини-джека кабель. Г-образного варианта нет. Все прямое, ну и хорошо. Первое. LED-индикатор у нас в наличии. Что он говорит, мы узнаем. А по поводу механических каких-то кнопок, которые мы здесь можем сразу же увидеть, это включение-выключение, перелистывание треков. Есть Ambient Sound и ANC. То есть есть активное шумоподавление и режим прозрачности, что является показателем топа. Все остальное дело, допустим, плюс-минус, volume up, volume down, мы можем менять, что очень круто, прямо с наушников громкость звука. Интересного много. Возможно, все это дело каким-то образом изменится в процессе обзора относительно документации, что довольно часто бывает. Серый цвет я люблю. Для меня это прям полноразмерные. Удобно. Удобно, но не прям дико, потому что легкими они не ощущаются. Сейчас мы с вами взвесим их, к слову. Весит 288 граммов, и для примера то Соньки 4. Они весят 250 граммов. Вот поэтому мне кажется, что эти все-таки тяжелее. 30 граммов это прилично. Протестируем, оценим и расскажем. Оголовье из металла. Люфта не ощущаю. Сборка радует, как и материалы. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в прикрепе. Мой телеграм-канал с промокодами на Али. Все розыгрыши 30 числа ежемесячно в феврале 28. А сегодня я расскажу вам о полноразмерных наушниках KZ T10. Полетели. В продаже 2 цвета на выбор. Это серый, который у меня на руках, и черный. Дизайн интересный и уж точно
точно запоминающиеся. Чашки с внешней стороны выполнены из металла и имеют узоры, как на виниловой пластинке, разумеется, с логотипом компании. Также из металла выполнены поворотные механизмы, а остальные части из матового пластика. Материалы качественные, как и сборка, и вдобавок не марки. Дуга оголовья металлическая. В верхней части оголовья находится поролоновая вставка, закрыта она резиновым покрытием. Отрегулировать наушники можно в 3 местах. На самом оголовье выдвижной 8-ступенчатый механизм и с помощью поворотного механизма в области чашек. Сложить наушники, к сожалению, нельзя. На корпусе есть обозначение left и right. Весь функционал расположили на правой чашке, а именно поворотное кольцо для регулировки громкости, что довольно удобно. Далее кнопка для сброса и ответа вызова. Также с ее помощью можно переключаться между вызовами. Кнопка питания и сопряжения по Bluetooth, разумеется, отдельно. Разъем Type-C и кнопка переключения между режимами активного шумоподавления ANC и режимом прозрачности. С помощью нее также можно переключать на следующий трек, либо на предыдущий. Также на борту есть световой индикатор небольших размеров, и он, к счастью, не светится во время прослушивания музыки. Разъем мини-джек и 5 микрофонов. Летим дальше. Амбушюры с эффектом памяти очень удобные в домашнем использовании. Но есть один минус. На улице при температуре в минус 2 градуса в Петербурге амбушюры затвердели, и только из-за шапки дискомфорта я не ощутил. А вот если снять шапку, то слушать музыку невозможно, так как сразу же начинают болеть уши из-за того, что амбушюры стали нереально твердые, так что зимой без шапки их не носим. Да, есть и такие люди, кто шапку не носит зимой. Несмотря на это, посадка комфортная, но они, как по мне, слегка тяжеловатые. Оголовье через пару часов доставляет лично мне дискомфорт. У кого шея накачана греко-римской борьбой, думаю, проблем никаких не составит. Но приятнее, когда меньше весят, правда? К слову, габариты амбушюр составляют 98 на 82 на 20 мм, а чашек, как у меня в прошлый раз спрашивали по поводу наушников от Анкеров, 34 на 90 на 74 мм по самым объемным частям. Так что измеряем уши и проверяем, для кого это накладные, а для кого полноразмерные. Перейдем к внутрянке. Оснащены наушники 40-мм динамическими драйверами с титановой диафрагмой. Частотный диапазон стандартен от 20 Гц до 20 кГц. Импеданс 32 Ома, чувствительность 101 дБ, глубина шумоподавления 25 дБ. Маловато, но опять же мы еще вспоминаем, что есть еще пассивное шумоподавление. Режим ANC отрабатывает хорошо в паре с пассивным шумодавом, но звук в метро полностью не заглушает, даже на максимальной громкости. Режим прозрачности мне понравился, но не раздражает, что радует. Перейдем к автономности. Емкость аккумулятора 800 мАч. Полный цикл зарядки 2 часа 7 минут. 15% заряда ушло за 5 часов и 10 минут на 50% громкости по кодеку AAC без включенного активного шумоподавления. На 100% громкости хватит не больше, чем на 33 часа воспроизведения музыки. При подключении к смартфону заряд наушников в шторке показывается. Автоматически наушники подключаются после включения с ранее сопряженным устройством. Мультипоинта на борту нет, сенсоров приближения, к сожалению, нет, в отличие от Sonic 4. Далее, официального приложения не завезли, так что настроить звучание можно только сторонними приложениями. Bluetooth-версии старенькой 5.0. Подключить их к смартфону проще простого, так как есть кнопка сопряжения. Через 2 стены не отваливаются, но проскальзывают фризом. Через одну стену ловят свободно. На открытом пространстве держит стабильно связь со смартом до 8 метров. Из кодеков на борту AAC и SBC кодеков высокой четкости нет. Задержки на YouTube практически незаметны, в играх задержка заметна, но играть все равно комфортно, опять же, если вы не проф. Примеры вы сейчас увидите и услышите. Микрофоны отрабатывают неплохо, несмотря на то, что условия были не самыми лучшими. Примеры вы сейчас услышите. И вот наушникам не повезло. Почему? Потому что сейчас просто безумный ветер, наверное, метров 7 в секунду. Плюс, разумеется, пример работы микрофонов вы слышите рядом с дорогой. Вот так,
в полный размер. Вы увидите, сколько чашка. Опять же, уже увидели, скорее всего. Это полноразмерные наушники КЗ. Я думаю, у них все получилось. Относительно, опять же, потому что в моем понимании все-таки это ближе к басхедным ушам, это раз. Два, несмотря на топовые материалы, учитывая ценник, это ближе, конечно, даже лоу-косту, а не среднему ценовому сегменту, потому что материалы реально премиум. И вот это решение с увеличением, уменьшением громкости колесиком, молодцы. То есть никаких вам сенсоров, ничего не будет стираться. Как долго они будут жить, это вопрос. Как работают микро, вы сейчас слышите, но я думаю, что особых проблем не было. Почему? Потому что когда я их тестировал, я уже послушал, шумодав работает просто отлично. Да, может быть, они не идеально пишут голос, но это и не студийная запись, поэтому смотрим дальше, оцениваем. Звучание на 100% громкости каша совсем незначительная, но есть за счет низких частот, так как они преобладают на максимальной громкости. И запаса здесь каждому хватит. Опять же, если вы используете Android устройство, если у вас iPhone, по мне, будут те, кому 100% громкости может не хватить. Это странно для полноразмерных наушников, но вот бывает. Сцена шире среднего, глубины, как по мне, достаточно, бас глухой, звук, я бы сказал, темный. Я такое дело не особо люблю, но средний бас здесь есть, а вот данные наушники по мне все-таки больше подойдут для басхедов. Детализация хорошая, инструментал отыгрывают лучше среднего, как и вокал. При прослушивании музыки по проводу звучание становится более ярким. Если сказать, слушал бы я музыку в этих наушниках, то точно бы слушал, и скорее всего и буду ими пользоваться. Из минусов: остановить или воспроизвести музыку с помощью кнопок нельзя, старенький Bluetooth и, к сожалению, нет программы. Плюс амбушюры деревенеют на морозе. Да и тяжелые они, ну реально тяжелые. Стоит в районе $90, ссылка в описании к видео. Разумеется, промики стабильно выгружаю. На какие-нибудь там $10-15 стабильно промокоды вылетают, наверное, каждые 3 дня на Алишке. Плюс еще напоминаю, что скоро распродажа. 23 числа она начнется. Кстати, кто не закупается, не забывайте, что скоро 23 и 8 марта. Стоит все-таки обратить внимание на что-нибудь хотя бы с Томола, что успеет прийти за 3, 5, 7 дней. Резюмирую. Наушники с хорошим звучанием, очень неплохой сборкой, интересной задумкой с регулировкой громкости. Материалы меня порадовали, приноски выглядят необычно. И мне кажется, они крайне долговечны. Функционал свой отрабатывают, как и цену, на все 100%. КЗ в этом смысле молодцы, я вообще ни разу ими не разочаровывался. Понятно, что у кого-то когда-то попадается брак, но такое с самыми крутыми брендами иногда бывает. Про эти уши ничего плохого не читал, ничего плохого не скажу, потому что все недостатки вам описал. Стоимости по звуку однозначно соответствуют. А для меня главное, что по проводу, в отличие от анкеров, они звучат лучше, чем по воздуху. Подписываемся на канал с колоколом. Завтра обзор на Realme GT2 Pro. Вы ждали этого. На Realme GT2 обзор уже был на канале. Также был на Vivo IQOO 9 Pro, на самый мощный в мире смартфон. И еще на много каких новинок были обзоры, поэтому смотрим по ссылкам в правом верхнем углу. Я их размещу там. Подписываемся на канал с колоколом, пишем, что еще купить для обзора. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.